Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Артемий Троицкий. Вы смотрите видеоэпопею «Популярная советология». Серия 9, выпуск 10. То есть я решил выпуски с ответами на вопросы все-таки сериями не считать, поскольку, постольку, скажем так. Это мое волюнтаристское решение. Вопросы вы, пожалуйста, присылайте, на все буду отвечать. Публиковать эти вопросы следует в разделе «Комментарии» на YouTube. Все буду зачитывать, со всем ознакомлюсь и на все, на что сочту нужным, обязательно отвечу. Кстати, в следующем нашем выпуске будут как раз очередные ответы на очередные вопросы. Тема у нас заявлена так. Культ-товары. В предыдущих двух сериях мы говорили о еде, о том, что продавалось в магазинах, о том, чем кормили в столовых и ресторанах. Не хлебом единым жив человек, естественно, и советский человек подтвердил лишний раз этот известный тезис. Пища духовная тоже советским снабженчеством предлагалась. И продавалось это в основном в магазинах под названием «Культ-товары». Я жил в Измайлово на 9-й Парковой, а недалеко от нас на 7-й Парковой как раз располагался такой здоровенный магазин под названием «Культ-товары». Там продавалось все, всякая телевизионная и радиотехника, пианино и другие музыкальные инструменты, пластинки. Потом вот эти магазины культ-товары, они как-то исчезли просто по той причине, что ассортимент этих товаров очень расширился, особенно за счет телевидения, радио, проигрывателей и так далее. И поэтому телевизоры стали продаваться в магазинах, там типа электроника или экран, музыкальные инструменты, собственно, в магазинах музыкальные инструменты и так далее. В общем, словечко «культ-товары», оно как-то так потихонечку исчезло из обихода, и магазины такого типа. Но мне оно нравится, потому я так нашу сегодняшнюю серию и назвал. Что можно сказать про этот весь культурный ассортимент? Процентов на 90 культ-товары, как такая сертифицированная духовная пища, до некоторой степени несущая идеологическую нагрузку. Так вот, 90%, наверное, этих культ-товаров было произведено в СССР. Еще процентов 9 или около того приходило к нам по импорту из братских социалистических стран. И оставшийся, скажем, 1% приходился на импорт из капиталистических стран, в первую очередь страны под названием Финляндия, с которой у нас были такие особо теплые отношения. Что это означало на практике? Что все вот эти культ-товары на самом деле практически никуда не годились. Проще всего проиллюстрировать это на музыкальных инструментах. Инструментов было много. Очень может быть, что некоторые из них, скажем, какие-то отдельные пианино или какие-то аккордеоны или какие-то балалайки. Очень может быть, что они были и неплохого качества. Но они были никому нафиг не нужны. Это были совершенно невостребованные какие-то старые народные инструменты, которые, разве что можно было в качестве декораций держать где-нибудь на полках. Что касается инструментов востребованных и современных, скажем, электрогитара, то они, если были советского производства, на них вообще невозможно было играть. У меня есть одна отличная байка на этот счет. Я как-то раз в Америке, путешествуя по Техасу, познакомился с известным американским гитаристом, участником группы Eagles Джо Уолшем. До этого он был в группе James Gang, в общем, такой один из самых известных американских электрогитаристов. Он меня, кстати, познакомил с Бобом Диланом в городе Далласе, а потом мы с ним поехали в город Хьюстон, где тот же Джо Уолш познакомил меня с своим коллегой, тоже гитаристом, пожалуй, даже более известным, а может быть и столь же известным, по имени Билли Гиббонс. Это гитарист американского знаменитого трио ZZ Top. И поехали мы к Билли Гиббонсу в гости,
И я смотрю, у него там огромная, просто неимоверная коллекция сотни гитар, в основном электрических. Ну и я у него как-то спросил, без всякой задней мысли, а есть ли у него гитары советского производства? Билли Гиббонс сказал: нету. И это, конечно, большое упущение. А что, спрашивает, а вообще их делают в Советском Союзе? Я говорю, да, делают. Насколько мне известно, играть на них невозможно, но они очень забавно выглядят. Там всяческие перламутровый инкрустаж, там куча каких-то кнопочек. В общем, выглядит очень нарядно. Прям как елочка рождественская. Ну и Гиббонс загорелся и сказал мне: вот привези мне, пожалуйста, такую вот советскую гитару. Ну и я улетел вскоре в Советский Союз, точнее, это уже был не Советский Союз, это была Россия, но все равно начало 90-х годов. Товары были советского производства. И купил как раз в главном московском магазине музыкальных инструментов на Неглинке, купил гитару электрическую советскую, она называлась «Урал». По-моему, «Урал-2». И это было вот именно то, что я описывал Гиббонсу. Весь этот инкрустаж, какие-то перламутры, какие-то тумблеры многочисленные и так далее. Ну и поехал в Америку, значит, в Лос-Анджелесе я был. Ну, Гиббонс, естественно, за гитарой в Лос-Анджелес не попёрся, прислал своего человека. Он взял у меня гитару, Гиббонс предлагал мне взамен там какую-то любую, там типа из своих гитар. Я сказал: нет, не надо, спасибо, это просто подарочек. И потом я позвонил Билли Гиббонсу и спрашиваю: ну как гитара? Он говорит: потрясающе выглядит, я ее уже даже использовал на одной фотосессии. Говорит, ну играть на ней вообще невозможно, тут ты был прав. То есть она вообще не строит, не звучит, то есть это полный ужас. Вот то же самое можно было сказать и обо всей советской технике, то есть о проигрывателях, усилителях, колонках, телевизоров и прочее, и прочее, и прочее. Качество было буквально нулевое. Поэтому, скажем, если гитары и покупались в магазинах, то по большому блату дефицитному это были гитары производства Чехословакии, Стар, или, скажем, ГДР, Музима, или Болгарии, Орфей. Это бас-гитары были популярные как раз в форме маккартниевского Хофнера, в форме скрипки. Если говорить о советской продукции, от гитар и вертушек до носков и ботинок, использовать ее, носить, играть, там, прочее, было нормальному человеку невозможно. Я ничего советского из одежды не покупал вообще. У меня было ровно 3 предмета одежды советского производства. Высокие такие черные резиновые сапоги, в которых я ездил на сельхозработы периодически. Это такие серые с черными галошами высокие тоже валенки, в которых я изредка ездил на дачу там, или там на какие-то еще зимние увеселения. И третье, это была такая грубая брезентовая цвета хаки куртка. Без подкладки, без всего, ну такая ветровка. То есть хорошая от дождя и так далее, опять же, в самых таких походно-полевых условиях. Все. А всякие там брюки, ботинки, свитера, рубашки, пальто, куртки, это все приобреталось где угодно, только не в советских магазинах. Какие существовали варианты для советского человека, чтобы как-то более или менее прилично одеться или купить хороший инструмент, или, там, скажем, усилитель или что-нибудь еще? Было 4 варианта. Вариант номер 1 – магазины «Березка», где торговали за валюту, а точнее за всякие чеки там разных серий, там чек серии D в частности. Ну, то есть фактически тоже за валюту, поскольку валюту обменивали на чеки, а за чеки, соответственно, отоваривались в «Березках». В «Березках» продавалась аппаратура. Это было самое ценное из того, что было в «Березках». Это аппаратура, всяческие там эти Sony, Akai,
В основном японская техника, вот, вполне хорошая и современная Technics. В «Березке» же была одежда и обувь, но такая как бы хорошего качества, в основном немецкая, финская, но такая довольно скучноватая, такая буржуйская, ну, в общем, то, что носили чиновники, дипломаты и так далее. Ну и в «Березках» еще продавался алкоголь, в частности, баночное пиво, ну и всякие виски, джины и все такое прочее. Но для того, чтобы затариваться в «Березке», нужна была валюта. Вариант номер 2 – это комиссионные магазины. В комиссионные магазины сдавали кое-что из одежды, а также из аппаратуры. Люди, приезжавшие из-за границы, ну или вообще каким-то образом, значит, ставшие владельцами вот этого. То есть в основном в комиссионках, естественно, было всяческое барахло, но попадались и неплохие вещи. Причем были некоторые такие особо талантливые стиляги, скажем, известный музыкант Леша Тегин такой. Ну и вообще это была целая группа таких вот усугубленных модников, которые шлялись по комиссионкам, в первую очередь на Тишинском рынке, и они там откапывали всякие удивительные старинные вещи, от каких-то там даже дореволюционных до, скажем, одежки, которая поступала в СССР в 40-е годы по американскому ленд-лизу, или какие-то вещи, скажем, китайского производства 50-х годов. Кстати, очень качественный. У меня у самого был белый плащ, шикарные китайские белые брюки, которые я просто износил до дыр. Тоже китайские, моднейшие. Вариант номер 3 – это умельцы. Умельцы, которые делали самодельные всякие штуки, продавали их. Плюс умельцев, естественно, был в том, что некоторые из них были очень хорошими мастерами, и они делали очень как бы такие модные вещи. То есть, скажем, те, кто занимались так называемым самостроком, то есть шили одежду модную а-ля Запад, они всегда улавливали все, значит, эти модные тенденции. Клеш от колена, окей, клеш от колена, клеш от бедра, прекрасно, клеш от бедра и так далее. Они делали все, значит, одежду, они делали домашнюю музыкальную аппаратуру, то есть вертушки, колонки и так далее. Они делали музыкальные инструменты, то есть электрогитары, которых тоже, как вы понимаете, не было. Стоило это все намного дешевле, чем фирменное, но и намного дороже, чем то, что продавалось в советских магазинах. Минусом умельцев было то, что, конечно, тот исходный материал, из которого они все это делали, будь то гитары или будь то джинсы, в общем-то, был такого сомнительного достаточно качества. Потому что, скажем, чтобы пошить настоящие джинсы, да, надо было получать рулоны джинсовой материи. Откуда их было взять? Они, естественно, в Советский Союз не поступали. Поэтому шили джинсы или там какие-то клешеные брюки из самых разных вещей. Скажем, когда пошли в моду вот всякие эти хиповые такие штукенцы, то были очень популярны клешеные брюки бархатные, которые шили из штор. То есть просто срывали шторы, вот эти бархатные, красные, как правило, и из них строкали джинсы, или там из каких-то гобеленовых материалов, или полосатые джинсы делали из материала, которым обшивали матрасы, такие сине-белые. Вот это было удивительно. Ну и то же самое, скажем, с электрогитарами. Не было фирменных звукоснимателей, там того-сего и так далее. Тем не менее, некоторые из этих гитар звучали очень здорово. В частности, у Кости Никольского из «Воскресенья» и прочего, вот, он долгое время, где-то вплоть до, по-моему, конца 80-х, он играл на самодельных электрогитарах. Ну и четвертое – это, собственно, черный рынок. Естественно, существовал повсюду, это не был рынок в прямом смысле этого слова, но о нем я долго говорить не буду, поскольку о черном рынке у нас будет специальный выпуск. Я большой специалист по черному рынку, так что расскажу там много интересного и во всех деталях.
Под конец сегодняшнего выпуска, во-первых, скажу вот что. Значит, был единственный предмет, который производился в Советском Союзе, на который я тратил деньги регулярно и, в общем-то, не то чтобы много, поскольку стоили они недорого, но достаточно. Это книги. Книги в СССР, в общем-то, производились в больших количествах, и хорошие, хорошо изданные, хорошо иллюстрированные. И это была не только классика, это была и кое-какая, правда, очень выборочная, но современная, такая модная западная литература, там, скажем, не знаю, Кафка, Селлинджер, Стейнбек, современная советская литература, там, братья Стругацкие, Юрий Трифонов, Василий Аксенов. Вот книги, да, на книги я деньги тратил, по-моему, больше ни на что в советских магазинах, кроме, естественно, молока и хлеба, я деньги не тратил. Но, кстати говоря, лучшие книги тоже, опять же, были в дефиците и тоже, опять же, продавались в основном на черном рынке. И вы, конечно, можете сказать, что как же это все ужасно, как же это все убого и так далее. На что я вам могу возразить только одно. Зато это было очень интересно. Вот эта скучнейшая вещь под названием потребительство, консюмеризм в Советском Союзе для пытливых ребят стало приключением. Надо было гоняться за джинсами, надо было гоняться за пластинками, за книгами, за инструментами, за тем, за сем. Это была такая смесь авантюры, лотереи, погони и так далее. И это очень, очень разнообразило жизнь простого советского молодого человека. И могу в этом смысле сказать, что я в этой гонке участвовал со страшной силой. Очень любил модно приодеться, а также читать и слушать, смотреть всякие модные штучки. И все это закончилось в один день. В конце 1987 года меня впервые выпустили в капиталистическую заграницу, в Англию, где вышла моя книга первая. И вот я вот там вот заглянул в английские магазинчики, и я увидел вот все то, зачем я гонялся, и все лежит скучно, штабелями на полках. Все эти модные там джинсы, майки, там куртки, шмотки, ботиночки и прочее. И все. И у меня тут же отбило желание вообще этим так вот всерьез заниматься. И надо сказать, что с тех пор так все примерно и осталось. И отчасти я даже скучаю по этим гонкам за запретным западным ширпотребом. Меня зовут Артемий Троицкий, и это был очередной выпуск, очередная серия видеоэпопеи «Популярная советология». В следующем выпуске у нас будет продолжение ответов на ваши вопросы. До скорого, пока.